Здравствуйте, ребята! Сегодня я покажу вам, как сделать супер гигантскую, супер классную, супер навороченную огненную лампу Джейсона Куна. Этот проект самый лучший на сегодня, из каких я делал и показывал вам в своих роликах. Эта лампа просто одним своим существованием переплюнула все мои предыдущие проекты. Такой игры палитры цветов на матрице и такого масштаба эффектов, которые раскрываются полностью только на огромном визуализаторе, вы больше нигде не увидите. Все огненные лампы, какие вы видели здесь на YouTube, собранные на матрице 16 на 16 светодиодов, не раскрывают всего потенциала возможностей адресных лент и матриц. Поэтому я решил порадовать вас, мои подписчики, супер красивой игрой света и переливами цветов. Смотрите и наслаждайтесь. Для сборки огненной лампы Джейсона Куна понадобится контроллер Not MCU на ESP8266, понижающий преобразователь напряжения до 5 вольт, кнопка включения с подсветкой, 1,5 5-метровой катушки ленты VC2812B, всего 420 светодиодов, акриловая прозрачная или матовая труба длиной 180 см, подставка для телефонов селфи, Сантех трубы 40 мм и 50 мм, две заглушки под 50 мм трубу, рулон 2 метра матовой пленки, один баллончик с матовым лаком и садовый светильник за 200 рублей из фикс-прайса. Начинаю сборку визуализатора и делаю из ленты VC1228B матрицу. Для этого беру 40-ю трубу и наматываю пока одну катушку ленты с расстоянием между витками в 1 см. Сначала смотрю, на какую длину трубы намотается 5 метров ленты. Фиксирую концы лент на трубе женскими резинками для волос. Получилось около 85 сантиметров. Но я же делаю огромную огненную лампу, поэтому этого мало. Нужно нарастить трубу и увеличить размер до 110 сантиметров длины рабочей площади. Для этого я временно на бумажный строительный скотч фиксирую короткую трубу и разбираю визуализатор длиной 2 метра от цветомузыки Гайвера, так как он уже мне не пригодится. У меня теперь есть два визуализатора от моей цветомузыки Nextplay, какие я показывал в предыдущих видео. Фиксирую резинками этот 2-метровый кусок на трубе и начинаю доматывать этот остаток. В итоге длины матрицы получилось 110 сантиметров, что меня полностью устраивает. Теперь нужно отпаять заводские провода от ленты и срастить ленту с куском 2 метра. Сделать 7-метровую ленту, что составит 420 светодиодов. Считаем
Катушка 5 метров на 1,60 м светодиодов – это 300 штук. И такая же лента 2 метра – 120 штук. Всего получилось 420 светодиодов в матрице. Забыл вам сказать, что длина акриловой прозрачной трубы составляет 1,5 метра, и я ее не отпиливал, оставил как она есть в своем размере. То есть лампа на выходе получилась 175 сантиметров вместе с подставкой селфи, прям как рост моей жены, во как. Теперь нужно отпилить от куска сороковки лишнее, так как нужно оставить место в акриловой трубе под плату контроллера и крепление подставки. Облагораживаю края отпиленной трубы канцелярским ножом и спаиваю между собой эти две заготовки обычным паяльником. Держится намертво. Необходимо отпаять все заводские провода от ленты, так как они для этого проекта не совсем годятся. Тонкие, для 420 светодиодов. Здесь токи будут проходить до 6 ампер. Затем я спаиваю две ленты в одну и припаиваю два небольших куска провода по 1,5 квадрата на место спайки лент. Так как лента получилась длинная, то для избежания просадки напряжения на противоположном конце ленты нужно подвести дополнительное питание. В противном случае матрица будет снизу светиться ярко, а сверху тускло. В общем, это обязательно нужно сделать. Теперь я сворачиваю получившуюся 7-метровую ленту обратно в рулон и размечаю прямую линию на трубе. Она будет ориентиром для наматывания ленты на трубу. Смысл самодельной матрицы в том, чтобы все светодиоды располагались на матрице строго параллельно и перпендикулярно друг к другу, иначе формируемое изображение получится кривым. Так как я накручиваю ленту спиралью, то по горизонтали мне никак не получится выровнять по горизонту витки ленты, но такие короткие участки и не критичны. А вот по вертикали светодиоды должны располагаться строго в одну линию, не заворачивая спираль. Это обязательно и бесповоротно. Аккуратно наматываю на трубу ленту виток за витком, выдерживаю расстояние между витками 1 см, а также слежу за прямой линией по длине трубы и прикладываю на нее светодиоды каждого витка. Светодиоды не должны смещаться от линии наверх или вниз. Последний светодиод на ленте фиксирую на двусторонний скотч, выдерживающий высокую температуру, для того, чтобы он случайно не отвалился от трубы при нагреве ленты. Кстати, лента нагревается максимум до 38-40 градусов по Цельсию, и то при белом свете. Поэтому, ребята, не пишите в комментах всякую чушь про то, что нужно было клеить ленту на металлическую трубу, иначе все сгорит от нагрева. Не сгорит, проверено, и будет все прекрасно работать долго и счастливо. Ну, получилось все относительно ровно, это вполне меня устраивает. Готовлю провод длиной 1 метр и 1,5 квадрата для параллельного подключения в сеть, для поддержания нужного напряжения тока на 2-метровом участке. Припаю этот провод к коротким концам на ленте и все изолирую термоусадкой. Теперь я просверливаю отверстие в трубе диаметром 8 мм для прокладки провода в эту трубу. Делаю такую же процедуру с проводами с началом ленты. Обращаю внимание на ключевое слово «начало», так как все имеет свое начало и, соответственно, имеет и конец. На ленте есть стрелочки, input, вход. Подключать контроллер именно к этой стороне ленты и никак иначе. То есть к началу ленты. Во загнул, аж самому понравилось, как сказал.
Ну вот и все. Получилась полноценная матрица труба. Теперь переходим к изготовлению кнопки для управления лампой. Ставлю сенсорную, так как это самое логичное решение для прошивки от Gainer 47. Припаиваю провода длиной 120 см кнопки, плюс 5 вольт, земля и управляющий провод. Разбираю садовый светильник и вынимаю все потроха. Мне нужен только корпус. Он идеально подходит к такому проекту. Приклеиваю сенсорную кнопку на горячий клей. И вырезаю из корпуса коробки для CD-диска квадратик вместо стоящего ранее фотоприемника. Аккуратно обрабатываю его и наклеиваю декоративную самоклеющуюся пленку. Получилось неплохо, все собираю воедино. Класс, прям как с магазина. Ну вот, пришло время сделать крепление трубы к селфи-стойке. Для этого нужно распилить 50-ю трубу на различные куски и поиграть в тетрис. Ну, в общем, сами смотрите, тут вариантов множество. Я уже делал такую подставку в предыдущей моей лампе. Только вместо крышек из-под 5-литровых баклажек я здесь использовал две заглушки для 50-й трубы. Вставил хромированное колечко, красиво получилось. Это тоже остаток от предыдущего проекта «Умная кухня». Ничего не выбрасываю, все идет в дело. Делаю примерку крепления и устанавливаю сошки подставки. Ну прям как заводской светильник получился. Приятно, однако. Теперь дело дошло до электроники. Схема подключения под видео со всеми описаниями. Я ничего не менял от предыдущего проекта «Огненная лампа». Та же прошивка от Gainer 47, только в ней нужно поменять разрешение матрицы. Я все покажу дальше в видео. В общем, у меня все заработало с первого раза. Залилась прошивка как родная, без тормозов и подводных камней. Архив можете скачать с моим описанием установки как отсюда, под видео ссылка, так и предыдущего видео «Огненная лампа 86 эффектов» от Gainer 47. Это архив один и тот же. Вот тут я так сильно увлекся пайкой, что совсем забыл про то, что я не выставил выходное напряжение 5 вольт на выходе понижающего преобразователя. Блок питания у меня от ноутбука 4,5 ампера, 19 вольт.
а соли приходят понижайки неотрегулированные. То есть, что будет на входе преобразователя, то будет и на выходе. Хорошо, что контроллер не поставил, а то Goodbye 8266. Электролит, приняв на грудь 19 вольт вместо положенных 5, потужился и послал меня на долгое плавание, издав последние звуки в виде непереводимого отборного мата. Выставляю на выходе 5 вольт и продолжаю сборку. Заменил электролитический конденсатор на другой, установил кнопку с подсветкой. Проверяю, и все работает. Сенсор заработал сразу, значит все правильно собрал. Теперь отсоединяю контроллер и иду прошиваться. Здесь обращаю внимание на ввод размеров матрицы. У меня получилась матрица 8 светодиодов в витке на 53 витка, то есть 8 на 53. Такие цифры и забиваем в прошивку. Это очень важно, так как изначально в прошивке забита матрица 16 на 16. Если будете мотать ленту точно так же, как и я, то есть направление витков такое же, как и у меня, то менять в прошивке направление матрицы, какую выложил я, не нужно. Если намотаете в обратную сторону, то тогда нужно будет поменять направление матрицы. Это обязательно. Перед намоткой все проверьте. Ну что же, проверяю на работоспособность матрицы и прошивки и продолжаю все собирать воедино. Ничего не пыхнуло, ну и здорово. Прикидываю, как установить плату с контроллером в акриловую трубу. Сверлю два отверстия под кнопку и под сетевой разъем. Расширяю отверстия дремелем и надфилем. Впихиваю всю систему в трубу и начинаю играть пинцетом и линейкой в игру «Залезь в отверстие». Перед установкой матрицы в акриловую трубу я обернул матрицу матовой пленкой, сделал светофильтр. Можно было и кальку обычную поставить, но такой длины у меня больше нет. А делать из кусков будут швы, которые будут выделяться на общем световом фоне. Все включаю и проверяю. Все отлично работает. Теперь нужно замотить саму трубу снаружи, и притом это нужно сделать дважды. Устанавливаю окончательно сошки подставки и иду на балкон красить матовым прозрачным лаком акриловую трубу. Одного лака оказалось мало. Видны через трубу и лак светодиоды, а значит рассеивание света будет малое. Нужно наклеить матовую прозрачную пленку для стекол на поверхность трубы. Процедура тонирования непростая, требует помощи жены. Один бы я не справился. Но в итоге все получилось просто классно, качественно и красиво.
Теперь я облагораживаю низ и верх трубы декоративной пленкой и кусочками ткани, про которые я рассказывал в предыдущем видео о суперлампе. Все точно так же. Красотень-то какая! Так и хочется побыстрее включить эту лампу, но нужно еще настроить Wi-Fi. Лампа-то управляется с телефона, 86 эффектов в лампе. Ну вот, ребята, все готово к запуску. Смотрите, я не буду мешать своей болтовней такому прекрасному. Только скажу одно, обратите внимание на огонь. Он как настоящий, с искрами и языками пламени. Это просто крутотень какая-то. Такого эффекта достоверности маленькая лампа не воспроизводит. И еще, камера не может отразить всю прелесть и объем цветов, поэтому видео это одно, а в жизни все гораздо круче. Колебал ты со своей лампой.
И да, не пишите мне, что это лампа Гайвера. Первую эту лампу сделал Джейсон Кун с канала Sinlights. Сами пробейте дату выхода ролика Джейсона Куна и ролика Гайвера. Все поймете. Гайнеру 47 огромнейшее спасибо за труд. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересного. Всем удачи!